Приветствую вас на канале. Итак, огромнейшая благодарность тем людям, которые поддерживают мой канал лайками, подписками, комментариями. И еще больше огромная благодарность тем людям, которые поддерживают донатами. Без вас не было этого бы канала. Хочу вам это напомнить. Без вас этого бы канала не было. Итак, начнем мы издалека. А если быть поточнее, из самого битка. Что мы увидим на крипторынке? Приток капитала в биток 1,3%, в эфириум 1,9%. Очень слабый, конечно же, приток. У нас только открылся понедельник. Выходные были коррекционные. Там еще Трамп добивал просто-напросто свой бакс. Он просто уже хоронит вообще полностью. Я думаю, что в дальнейшем все равно у нас будет расти криптовалюта, хоть и рисует у нас уже 3 вершины, и рисует 2 вершины по биткоину. Все очень страшно, конечно же, похоже на разворот, но у нас не было финальной стадии по рынку. И я думаю, что она просто-напросто будет, и будет только где-то к концу этого лета. А для начала хочу сделать вам небольшую рекламу. Есть такой вот интересный телеграм-канал Товарищ Ган. Он публикует разную аналитику по каналу. И можно, конечно же, к нему присмотреться. Мы видим, здесь есть разные сетапы, входы, точка в лонг, шорт, например. Разная отдельная аналитика по биткоину. Здесь есть открытые комментарии, можно комментировать. Ну, в принципе, так вот. Кому интересно, можете присмотреться, можете поддержать данный канал. Я думаю, что вам будет очень интересно. Сам на данный канал подписан. Иногда здесь ставлю какие-то лайки или бросаю там огни, например. Вот, в принципе, вот так вот. Что же у нас на самих альткоинах? Что они нам показывают? Дневка. Мы видим то, что довольно-таки неплохо вроде бы восстанавливается рынок, но рынок потерпел коррекцию на выходных. И я уже неоднократно говорил то, что по всей видимости конец мая у нас будет коррекционный, потому как мы будем формировать месячную свечу. Итак, что касательно самого битка, давайте-ка мы посмотрим биток и там посмотрим некую интересную секретную информацию. Очень есть хорошие изменения в лучшую, конечно же, сторону. Что у нас по самому битку? В принципе, я предполагаю, что у нас будет здесь распил. И этот распил будет вплоть до 3 июня. Давайте мы с вами отметим этот блок. И нам нужно здесь сделать закрепление по биткоину. Закрепление в вот этом вот блоке. Мы пока что ходим в блоке сопротивления. Это у нас... В принципе, вот этот вот блок, это вершина уже декабрьская и вершина январьская. Отрисовали здесь раз, два, 3 вершины. 3 вершины отрисовали с легким перебитием. И здесь уже, конечно же, по биткоину закрадывается, конечно же, все-таки разворот. Хочется здесь уже манипулятору сделать разворот, но сделает ли он здесь разворот, этого, конечно же, пока никто не знает. Тестим мы вершину января 2025 года по биткоину. Вот видно, что мы сейчас находимся как раз на вершине по цене, это 109 тысяч долларов. Для того, чтобы мы сломали распределение по Вайкофу, здесь вот отрисовано распределение по Вайкофу, его видно на двухчасовике. Мы можем с вами посмотреть это распределение. Вот такая вот у нас картиночка. И здесь, в принципе, что мы видим? На двухчасовике очень шикарно видно распределение по Вайкофу. Видим, вот у нас пик был поставлен. Вот точка BC, пик. Дальше здесь есть коррекционное движение. Потом еще один пик, UT. И в принципе, вот это вот интересная вершина. Это у нас UTAT. Тест UTAT. И его здесь видно. Дальше мы видим то, что здесь идет резкое снижение. И точка LPSY. Вот. И мы здесь вот в принципе находимся в точке LPSY. Для того, чтобы мы сломали данное распределение по Вайкофу, нам нужно уйти выше. Выше и пробить вот этот вот хай.
нам нужно пробить хай, а это диапазон 113 тысяч долларов. Только тогда у нас будет распределение по Вайкофу сломлено. Также мы с вами видели неоднократно, и я у себя в телеграм-канале постил то, что огромнейший кит там на миллиард долларов зашел в шорт по биткоину, и точка ликвидации его будет, ну, где-то там в диапазоне там выше 110 тысяч долларов. Этот пост я тоже делал у себя в телеграм-канале. Кому интересно, у меня есть телега, можете подписаться, конечно же. Я думаю, что будет снесен этот лонг, и у нас будет сломлено это локальное распределение по Вайкофу. Хотелось бы, конечно же, это увидеть, потому как если в дальнейшем не будет расти биток, то мы с вами не сможем увидеть никакого альт-сезона. Вот что. И в принципе с дофой мы рассматривали то, что цена биткоина в этом цикле может достигнуть диапазона 130, 150, а может быть даже что и 170 тысяч долларов. И фишка в том, что на хаях, когда биток подходит к своим хаям, большое количество трейдеров начинает его шортить. И здесь, конечно же, происходит еще такая небольшая параболическая фаза роста с выносом всех, конечно же, шортистов. Каскад ликвидации здесь происходит. Также локально, что мы можем с вами увидеть? У нас есть здесь объемы уже проторгованные. И сейчас на данный момент 97 тысяч долларов у нас выступает сильнейшим блоком поддержки. Желательно нам хотя бы не пробивать этот блок поддержки. Мы с вами вышли с вот этого вот канала. Бычий такой себе флаг здесь отрисован был. Потом же вернулись на ретест данного канала. Мы видим то, что здесь у нас был ретест. Вот мы можем с вами так вот это все подстроить. Это мы можем здесь, конечно же, почистить немножко. Чтобы было хорошо видно. Тут у нас формировался бычий вымпел, он у нас уже практически отработал. И в принципе что? Сформировано здесь у нас золотое сечение 5 мая. И мы видим то, что здесь у нас был выход с данного канала, ретест и быстрая реакция. Обратно же все это дело откупили и тянут вверх. Это все очень хорошо, будем за этим пристально наблюдать. Я думаю, что биток нас не подкачает. И в дальнейшем, конечно же, без роста биткоина у нас не будет никакого альт-сезона. Но нужно понимать, что месяц у нас все-таки будет завершаться с каким-то фитилем. И здесь они могут устроить коррекцию. Вот у нас месяц. Вот у нас месяц. И в принципе здесь нужно сформировать какой-то небольшой фитиль. Следующий месяц откроется тоже с фитилем. И только потом у нас будет после этой всей проторговочки дальше движение там вверх. Вот допустим как было у нас 1 октября 2024 года. Сформировали фитиль. Потом опять же был откат. Сформировали фитиль и импульс вверх. И здесь уже было распределение и был альт-сезон в декабре 2024 года. А для альт-сезона у нас, конечно же, должно еще быть движение эфириума. Что у нас эфириум показывает? Эфириум у нас относительно биткоина вообще показывает слабость. Но на месяце уже здесь есть хотя бы какое-то поглощение. Отретестили трендовую линию и на этом всем дело закончилось. Дальше у нас идет коррекция. Похоже, все это дело у нас закончилось обычным экзит-пампом. Мы даже на дневке не подошли к другой трендовой линии и нету никаких там пробитий. Пробили только одну трендовую, вернулись на ретест. Посмотрим, будет ли здесь у нас реакция покупателя или нет. Но эфириум вообще показывает слабость. Очень огромную показывает эфириум слабость. Эфириум пока что на данный момент удерживает. Удерживает относительно доллара. Здесь у нас тоже, по всей видимости, формирует бычий вымпел. Есть формирование здесь. Будем с вами рассматривать, что у нас здесь произойдет. Шортисты здесь налипают. Я думаю, что здесь эфириум тоже у нас четко все отработает. Конечно же, очень все это дело они затянули по временному интервалу. Вообще очень затянуто. И нужно понимать то, что биток у нас на данный момент находится уже 3,5 года в бычке.
Не нужно это забывать. Не нужно это забывать. Потому как посмотрите на цену биткоина. 3,5 года мы находимся в бычке. Здесь уже ситуация очень напряженная и накаленная. Скоро вот-вот мы можем с вами, конечно же, улететь на медвежку. И это тоже не нужно забывать. На МАКДи у нас сильнейшая перегретость, но радует вот в принципе стохастик. То, что здесь стохастик был разгружен на протяжении этих 4 месяцев. И здесь запас хода есть еще. МАКДи это такое себе, но вот стохастик здесь разгрузили. Я думаю, что у нас будет здесь еще движение вверх по битку. Биток, конечно же, за собой потянет весь остальной крипторынок. Итак, что у нас в принципе по альткоинам? Давайте-ка мы посмотрим, что у нас находится в аккумуляции. Монетка Пи в аккумуляции, Трамп в аккумуляции, ВИФ в аккумуляции, Киато в аккумуляции, МЭВ в аккумуляции. Нету здесь у нас монетки Пепе. Вот это вот мне не особо радует. GMT аккумуляция. Ну блин, еще таз с камина. Броет беспощадно. Большое количество здесь монет в аккумуляции. Цетус у нас тоже пострадал, но он находится в аккумуляции. Монетки Пепе, конечно же, нет. Я думаю, что Пепе все равно у нас будет потихоньку расти. Извиняюсь, меня так заложило. Просто-напросто цветет этот тополь. Такое ощущение, что мне кто-то матрас запхнул в нос. Что у нас по доминации биткоина? Доминация биткоина на данный момент находится в распиле. Не дают они снижения, задерживают они, конечно же. Но если посмотреть глобально, то здесь формируют небольшой отскок. Мало ли, может быть, здесь уже сформировали они отскок дохлой кошки и дальше будет снижение. Также мы видим, что у нас здесь формируются две вершины. Две вершины у нас здесь сформировано. Вот. Здесь они формируют отскок. И может быть такое, что уже скоро у нас будет здесь снижение доминации. Что по поводу DXY? DXY, давайте-ка мы посмотрим на 30 минутке. Выглядит очень красиво. Просто очень красиво. И это самое важное, что... Самое положительное, что происходит на этом рынке, потому как снижение DXY говорит о том, что будут расти высокорисковые активы. На 30 минутке у нас выглядит все это просто падением с помощью, конечно же, Трампа. На часе мы видим вот такую вот красивую структуру. И на дневке, давайте мы посмотрим, мы с вами это все дело ванговали и говорили то, что здесь формируется медвежий флаг. И вот идет его отработка. Дотянут ли они, конечно же, DXY до отметочки 96, никто этого не знает. Может быть такое, что дотянут. Я, в принципе, рассчитываю на то, что они сюда дотянут. И посмотрим. Если, конечно же, они дотянут, то у нас будет продолжение роста криптоактивов. Потому как, по всей видимости, курс биткоина еще не отработал все движение DXY. То, что здесь формировался медвежий флаг, я его рассмотрел еще где-то в конце апреля. Мы его здесь вот рисовали. Но, конечно же, по временному интервалу мы не знаем точно, сколько это все дело будет отрабатывать. По временному интервалу мы видим то, что затянули они все это дело вплоть до 20 мая. Ну, ничего страшного. Главное, что медвежий флаг у нас здесь сформировали. И он у нас отработал даже сложным выходом. Вот была попытка выхода, это у нас было 12 мая. Но все-таки они все это дело тянут до включения печатного станка. Там трежера подсоединят. Все это дело будет у нас в дальнейшем работать. Наша цель заключительная по DXY, я думаю, что в диапазоне 96 пунктов, ну еще максимум там 93, но у нас уже все это дело глобально отработало. Локально тут еще есть небольшое движение. Если мы посмотрим, тут у нас буквально падение на 2,5%. Это уже особо не холодно, не жарко. Но мы буквально с января месяца по DXY падали. И упали мы на 10%. А 10% падения, это у нас, смотрите, разворот с медвежки битка на бычий забег. Здесь тоже было падение на 11%. Все, это важный показатель. Биток
завершил свой медвежий тренд, развернулся и началась бычка по биткоину. И самое интересное будет уже в вот этом вот участке времени. У нас здесь тоже глобально огромнейший медвежий флаг. Есть здесь флагшток, мы его с вами отметили, вот черная линия. И вот это вот у нас заключительная цель уже по DXY. И по всей видимости здесь будет уже поставлен пик бычьего рынка. Его нужно только дождаться. Что у нас по метрике Stock to Flow? Давайте-ка мы посмотрим метрику Stock to Flow. У нас здесь показывает довольно-таки неплохо. Не желтая зона, еще запас хода есть. Данная метрика нам показывает то, что у нас пик бычьего рынка будет примерно в сентябре 2025 года. На это мы будем рассчитывать. Также давайте мы посмотрим с вами, что у нас показывает данный индикатор P-Cycle Top. Это тоже у нас очень важный индикатор, потому как он зачастую всегда показывал, где пик бычьего рынка. И видно то, что здесь нету сигнала. У нас был сигнал 2021 год, 2017 год и в 2013 году два сигнала были. Этот индикатор был написан в 2019 году и четко отработал в 2021 году. Также, если полагаться на данный индикатор, то сигнал у нас о завершении пика бычьего рынка приходится только тогда, когда цена биткоина заходит за зеленую линию. В этом цикле мы видим то, что цена биткоина находится в диапазоне 160 тысяч долларов. И по всей видимости мы с вами увидим движение в диапазон 150 баксов. Также давайте-ка мы посмотрим с вами, что у нас по доходности. Интересно. Заканчивается у нас, конечно же, месяц. Второй квартал, доходность эфириума 40%. Первый квартал у нас было падение на 45%. Эфириум практически восстановился, но не пришел еще к значениям 3000 долларов. Биток. Доходность во втором квартале 32%. Довольно-таки неплохо. Май месяц 15%. Апрель 14%. Дай бог нам, чтобы еще дали июнь, июль, август хороший. Это было бы шикарно. Но в июне зачастую, смотрим, у нас зачастую происходит коррекции. Хотя бы, чтобы процентов 10 дали бы в июне по биткоину, это было бы просто замечательно. А что у нас по эфириуму? По эфириуму у нас 4 месяца были кровавые, очень кровавые медвежьи. Май у нас уже положительный 42%. Но вот июнь по эфириуму у нас тоже зачастую негативный. Даже июнь и июль. Вот еще даже и август. Не знаю, придется, наверное, еще терпеть нам просадку летом. Никаких особо интересных движений у нас не будет, по всей видимости. Но будем наблюдать. Мало ли, может манипулятор всех обманет и устроит альт-сезон, пир и все дела. Также давайте мы посмотрим эфириум, лонги. Важный показатель альт-сезона. Лонги у нас набраны, удерживают. Падения нету. К психологической зоне по лонгам на падение мы еще не пришли. А это у нас закрытие на 85%. Смотрим, закрытие на 85%, да, 83% хотя бы. Все по красоте. Может быть такое, что в дальнейшем будут еще набирать эти лонги. Если на часе посмотреть, то здесь происходят небольшие качели. Видно, что альткоины на это все очень хорошо реагируют. Но, конечно же, точки входа у большинства не дают возможности что-то раскачивать. Тут у нас же DEX на плюс 5% выстрелило, пока мы видео снимаем. Вот видно то, что потихоньку лонги не только закрываются, но и набираются. И, по всей видимости, здесь будет раскачка. Само собой, будет раскачка и альткоинов. Больших, конечно же, иксов я не жду, потому как у нас здесь набраны лонги эфира относительно битка, и в этом цикле крупный игрок очень хитер. Он пампит альткоин относительно биткоина на 2 икса, и альткоин пампится относительно доллара тоже на 2 икса. Все, он не дает огромных иксов. Не нужно будет за этим всем пристально наблюдать. Как только у нас будет паническая точка на данном графике, нужно будет покидать, как минимум хотя бы на 80% распадать свой портфель, для того, чтобы в дальнейшем потом можно было бы перезайти. Что у нас по лонгам биткоина? А здесь уже, конечно же,
Здесь у нас уже, конечно же, не очень хорошая ситуация, потому как лонги по биткоину практически все закрыты. Давайте мы посмотрим лонги по биткоину и также посмотрим индикаторы на биткоине. Мы видим то, что у нас здесь практически все лонги закрыли, которые набирались 7 апреля. Это у нас локальные лонги, но также есть и глобальные лонги, которые были набраны вот буквально с февраля 2021 года. И здесь, если посмотреть глобально, у нас есть тоже некоторые психологические точки. Это 43 тысячи битков и вот здесь вот 46 тысяч битков. Но локально мы уже подходим к диапазону 52 тысячи битков. И в принципе, здесь если посмотреть локально, то уже движение завершается. Будет ли у нас дальнейшее движение по биткоину, мы не знаем. Мало ли, может уже действительно биток у нас поставил ту самую вершину, которую отрисовали. Там 2 вершины, 3 вершины уже. 3 вершины локально, 2 вершины глобально, в принципе. И здесь уже будет завершение движения по битку. Мы этого, конечно же, не знаем. Здесь могут как и закрыть лонги по биткоину, как и обратно начинать набирать за лето. И осенью мы с вами сможем увидеть еще продолжение движения по битку. Вот что. Но дело в том, что цикл незавершенный, у нас не было альт-сезона. Его не было, его просто-напросто не было. Его даже нету на глобальном индикаторе альт-сезона. Если мы посмотрим глобальный индикатор альт-сезона, у нас его здесь не было, и он здесь даже не отражается. Вот, не было никакого альт-сезона вплоть с 2021 года. Вот глобальный индикатор, который показывал альт-сезон 17 год, 21 год, здесь был небольшой альт-сезон межсезонье в 2018 году и все. А здесь у нас был небольшой альт-сезон ноябрь 2024 года, когда дотянулись до 55 и откатили все. Глобально не было альт-сезона и ситуация очень напряженная. Не было эйфории, не было альт-сезона. Но посмотрим, мало ли, может опять начнут набирать лонги по биткоину. И, конечно же, начнут выбривать шортистов. Что касательно индикаторов, у нас здесь был сигнал на покупку, это 21 апреля. Также у нас был сигнал на индикаторе Hash Ribbons в марте. Было бы неплохо посмотреть Hash Ribbons, давайте мы посмотрим. Смотрим. Криптоэнтузиастики, смотрите, на недельке Hash Ribbons дал нам повторно сигнал на покупку. Это просто замечательно. Смотрите, у нас был сигнал 24 марта на Hash Ribbons на покупку. После того, когда есть сигнал на Hash Ribbons, у нас всегда происходит небольшое коррекционное движение. Мы с вами увидели 2 недели коррекции. Тогда у нас происходит коррекция вплоть до 10% на битке. И после того, когда Hash Ribbons дал сигнал, у нас всегда идет лонговая ситуация. Мы видим то, что у нас опять есть сигнал на покупку на Hash Ribbons. Смотрим, вот у нас есть сигнал, коррекция на 10%. Мы с вами это рассматривали. Кто старичок на рынке? Я в марте снимал видео и показывал то, что есть сигнал. Мы видим повторный сигнал. Который у нас засветился буквально на этих выходных. Мы видим, здесь есть повторный сигнал на Hash Ribbons. У нас здесь была капитуляция, я ее рассматривал. Может быть такое, что видео не снимал, но рассматривал то, что здесь происходила уже капитуляция. Вот. И мы видим то, что есть повторный сигнал. Значит, мы можем предположить, что у нас может здесь произойти коррекция вплоть до 10%. Давайте-ка мы посмотрим. Коррекция на 10%. Это у нас цена биткоина 99%. Даже если 12% мы уйдем, это цена битка 98 тысяч долларов. Цена биткоина 99-98 тысяч долларов. Тот блок, который мы с вами рассматривали, который нам нужно желательно удержать, потому как у нас там есть огромнейшие объемы. Вот мы повторимся. Для тех, кто не полностью смотрит видео, мы с вами отметили то, что здесь есть огромнейшие объемы. И это все дело четко видно на двухчасовике. То, что у нас здесь распределение по Вайкофу, это может быть локальное распределение по Вайкофу. Паниковать, конечно же, не нужно.
Я думаю, что паниковать не нужно. Если мы посмотрим эти объемы, то у нас здесь крупные объемы проходят в диапазоне 103 тысячи долларов. И мы возьмем, конечно же, эти объемы, допустим, с начала импульса. Вот. И наши объемы находятся в диапазоне 103 тысячи долларов. В принципе, мы можем отметить эти объемы 103 по отметочку 102, даже крупный объем у нас находится в диапазоне 101 тысяча долларов. Также мы с вами отмечали блок вот этот вот сильнейшей поддержки 97 тысяч долларов. И здесь они могут сделать, конечно же, манипуляцию и встряску. Само собой, отрисовали отскок дохлой кошки. Биток может уйти на небольшую коррекцию. И, конечно же, как раз будет подтверждение отработки хэш-риббонса. Здесь сигнал, я считаю, что очень сильный, потому как у нас произошла капитуляция, как вот у нас и 10 марта. Здесь тоже произошла капитуляция. И этот сигнал у нас засветился на недельке. Очень сильно отрабатывает хэш-риббонс на недельке. В основном на недельке. Мы видим то, что у нас было. Вот здесь вот тоже был сигнал лета 2024 года. Хэш-риббонс отработал. Дал сигнал. Была небольшая коррекция. Многие кричали, что биток уйдет на 38. Дима Фифагор тоже снимал то, что он улетит на 30. И дальше to the moon пошел. Аналогичная ситуация лето 2023 года. Сигнал, коррекция, to the moon. Дно медвежьего рынка. Сигнал, небольшая коррекция. Даже здесь и не было коррекции. И to the moon. Разворот. И мы видим буквально раз, два, три, четыре, пятый сигнал. Пятый сигнал на to the moon. И я снимал видео, говорил, что в прошлом цикле у нас тоже было 5 сигналов. Давайте мы их посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. 5 сигналов. И был завершающийся вот уже на глобальной коррекции летом 2021 года. Но здесь вот было 5 сигналов до того самого to the moon. To the moon. Хэш-риббон дал 5-й сигнал. Как и аналогичная ситуация, смотрите, ноябрь-декабрь 2020 год. И я буквально снимал видео несколько дней тому назад, говорил, что ситуация похожа как ноябрь-декабрь 2020 год. Просто-напросто рынок у нас затянули и на полгода рынок растянули. Где-то мы на пороге, криптоэнтузиасты, того самого to the moon и тех самых иксов, которые мы хотим дождаться. Я, конечно же, крупные иксы не жду, ну хотя бы там 2, 3, 4, 5 иксов на портфеле, это было бы просто шикарно. На позициях, я думаю, что до 10 иксов могут, конечно же, дать, если будет альт-сезон. Также я вчера общался в чате в доктора, и человек там такой говорит, что иксы будут неизбежны. То, что ты боишься, то, что ты, допустим, у тебя страх, это просто-напросто твой страх. Но альт-сезон будет неизбежный. Вот так вот, в принципе, человек высказался. И я думаю, что у нас действительно это все дело произойдет. Это все дело у нас произойдет. Лонги по эфиру у нас держат. Потихоньку здесь они качают. Лонги по биткоину у нас, конечно же, практически прикрыли, но будем наблюдать, мало ли могут дальше набирать. И притом лонги набирают в основном на коррекции. Нам нужно подготовиться к локальной коррекции на битке. Она может у нас произойти на протяжении этих 2 недель. Могут сделать встряску, у нас будет закрытие месяца, открытие месяца. И также мы сможем с вами увидеть отработку индикатора хэш-риббонс. Если на дневке мы можем с вами увидеть, аналогичная ситуация была, смотрите, в марте, 24 марта, тоже было шикарное здесь вот движение. Хэш-риббонс у нас дал сигнал. Аналогичная ситуация и здесь. Хэш-риббонс дает сигнал. Правда, он на дневке еще немножко размытый. Нету у нас конкретного подтверждения, но вот мы видим то, что здесь уже есть сигнал. И нужно приготовиться. Зачастую, когда у нас хэш-риббонс дает сигнал, у нас есть небольшое коррекционное движение. Вот у нас хэш-риббонс дал сигнал. Коррекционное движение у нас было целых 16 дней. 3 недельки у нас была коррекция. Даже вот здесь был разворот 14 дней. На протяжении 2 недель было коррекционное движение на 14%. Здесь у нас хэш-риббонс дал сигнал. И мы можем представить, что у нас
14 дней, вплоть до 6 июня, 14% могут дать коррекционное движение. Также у нас в силе остаются вот эти вот два сильнейших блока поддержки. Это диапазон у нас 97 тысяч долларов. Ну и тут виднеется, конечно же, у нас есть здесь небольшой гэпчик, там в диапазоне 90к. Мало ли, может, мы заколем этот гэп. Вот, в принципе, такая вот ситуация. Мы онлайн посмотрели все сигналы. Еще есть интересный сигнальный индикатор, который показывает у нас продажу, покупку. У нас был здесь сигнал на продажу, не было больше никаких сигналов на продажу. Может, это был ложный вынос, и у нас здесь будет коррекция, как я, в принципе, с вами и это предполагаю, что у нас здесь произойдет коррекция, небольшая коррекция для того, чтобы всех уже, конечно же, повыносить перед дальнейшим ростом. Мало ли, может у нас вот здесь вот коррекция как раз и произойдет. Вот давайте мы ее отметим на вот этом вот графике, где у нас все сигналы хэш-риббонса и покупки-продажи. Здесь у нас есть сигнал на продажу, был сигнал на покупку 9 мая и еще был сигнал на покупку 10 апреля. Но если посмотреть на 4-часовике, то здесь уже будет, ну, вот такая вот это локальная ситуация. Купил-продал, купил-продал. Вот у нас продал, нужно было покупать, был сигнал на покупку 24 мая. Сейчас уже можно здесь фиксировать какую-то прибыль. Очень четко отрабатывает данный индикатор локально для локальной торговли. Кому интересно, если вы, конечно же, мой реферал на бирже и участвуете в закрытом канале, я могу с вами поделиться данными индикаторами и рассказать вам, как они работают, и помочь вам в дальнейшем движении на этом рынке, и чтобы зарабатывать, конечно же, бабло. В принципе, вот так вот. Считаю, что пик бычьего рынка еще не поставлен. Все у нас расположено для того, чтобы был поставлен этот пик бычьего рынка. У нас еще остался важный момент. Это 520 дней после халвинга биткоина и нету печатного станка. Трамп своей политикой, конечно же, все это дело ведет в сторону печатного станка. Это все огромная политика, нам ее не понять. Вроде бы как думаешь, что зачем скамить доллар, ну... Они знают, что им делать лучше, чем мы. А наша задача сидеть у манипулятора на хвосте. Все ссылки есть в описании под видео. На телеграм-канал, телеграм-чат. Также иногда есть реклама. Если у вас есть возможность, можете поддержать. Если нет, можете просто пролайкать. Вот. Кто хочет задонатить, тоже есть ссылки в описании под видео, потому как на ютубе особо ты не заработаешь, притом сейчас вообще просмотров нету, видно, что никому не интересна эта гребаная крипта, но я думаю, что мы с вами доберемся до пика бычьего рынка и покинем этот рынок. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем желаю мирного неба, всем пока, до связи и мирного неба, конечно.